Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, какие чувства он скрывает от тебя. И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов и в манифест. Там вы полностью свою жизнь на 180 градусов перевернете. И еще не было тех, кто пожалел. Даже те приходили, которые боялись то, что ничего не получится. Все получается, все, как говорится, доступно. Итак, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Обязательно приходите в эзотерическую библиотеку. Там более 900 книг и аудиокниг эзотерического формата. Прям вот все направления эзотерики. От Таро до рун, до этих, как их называют, когда красиво рисуют, нейрографики и прочее, и прочее, и прочее. Итак, давайте с вами начнем наш расклад. Единички. Сразу говорю, десятку мечей, десятку воздуха я не буду читать, как будто это хорошая карта. Значение карты, как говорится, в граните выбиты. Что сейчас между вами? Для сигнификации. Все плохо. Все плохо. Ты в полной попе, так скажем. Между вами уже вот не просто холодно, это уже труп, который воняет, а ты притворяешься, что ты не чувствуешь. Понимаешь? Это вот как, знаешь, вот как 10 раз палкой по стене, говорю, по спине ударить. Вот то же самое. Доверие убито, боль дикая, а ты все еще стоишь и пытаешься склеить осколки. Он тебя добил. Может, словами, может, делами, тут не важно. И теперь ты как собака на сене. Вроде понимаешь, что все кончилось, но до последнего лаешь и охраняешь вот эти руины. Ну, ты из последних сил уже держишься за эти отношения. Потому что страшно отпустить. Но это уже не отношения. Это же поле боя уже. Где ты одна маршируешь с лагом, а он уже давно свалил домой, так скажем. Ты от этих отношений устала прям до чертиков. Но вот гордость, она не дает тебе признать поражение. А он, знаешь, он либо в аду от чувства вины, либо уже забил болт. Вы оба в этом болоте, но ты барахтаешься, а он просто молча тонет. И каждый разговор у вас — это как вот перетягивание каната с колючей проволокой. Ну, конечно, ты же девочка, ты ждешь, что он начнет чинить вот это все. А он просто, как говорится, чиркнул спичкой возле бензина. Предательство, ложь, просто вот смерть чувств. И важно, что ты сейчас как вот эта женщина на асфальте, да, все видят, как бомж на асфальте. Воняет, но стороной обходит. А ты ж пытаешься прикрыть этого бомжа платочком. Какие чувства он скрывает от тебя? Он врет. Говорит одно, а в душе, как говорится, цирк давно уже уехал. Он в душе — это вот торнадо в бутылке. Снаружи рвет, мечет, как конь боевой. Спорит, словами тебя колет, из себя строит холодную жопу. А внутри мальчишка, который боится признаться, что ты ему до сих пор не все равно. Он хочет тебя как вот партнера, как того вот, с кем можно на равных быть. Но его вот это же, как сказать, каша в голове, она ему мешает. Он сам себе враг. И к тебе тянется, и в то же время пинает тебя. Тут не любовь, это истерика.
Он скрывает, что ему страшно, а вдруг ты реально прозреешь. Вдруг ты увидишь, что за вот этой броней из понтов пустота и просто детские обиды. И он хочет, чтобы вы были той самой парой, вот с открыток таких красивых. Но только если не придется менять себя. Его лицо — это злость и каменное лицо. А чувство вроде что-то есть, но безвкусно. Он тебя хочет, но не готов платить цену. Ревнует, но не признается. Злится, что ты еще в его жизни, но отпустить не может. Играет в этого, как его, самурая с мечом. А сам боится, что ты выхватишь, как говорится, свой меч, да, и трахнешь его по башке правдой. Не ведись на его трюки. Он сам просто не знает, чего хочет. Что тебе делать, зная это? Ну, знаешь, собрать свою волю в кулак и стать директором этого цирка. Вот просто вот хватит ныть и ждать, когда он очухается. Он не очухается. Твоя же задача не с ним цацкаться, а вот взять все в свои руки, как львица. Не реагируй на его выпады, он как обезьяна с гранатой. Поэтому брось его скакать одного. Перестань внимание выпрашивать, выковыривать из него вот эти чувства маленькой ложечкой. Ты же не дворник его эмоций. Пора показать, кто тут главное. Решение принимай, не оглядываясь на его нытье. Если хочешь там, как сказать, чистить, чисти до блеска. Если бить, то бей наотмашь, но без истерик. Прям спокойно, холодно, с достоинством. Вот включи характер. Ты же не тряпка, чтобы он вытирал об тебя ноги. Перестань за ним бегать. Пусть, знаешь, сам доползет, если хочет что-то сохранить. А если нет, то, как говорится, мусор выкидываем из жизни. Сейчас ты должна вот вести себя как королева. Не оправдываться, не умолять, не спасать. Пора свои условия диктовать. И не бойся остаться одна. Это лучше, чем быть с кем-то, кто тебя не ценит и кто об тебя ноги вытирает. Вот твоя сила сейчас — это в умении дверью хлопнуть так, чтобы у него аж уши отвалились. Поэтому не дай ему сломать тебя. Как говорится, выпрями спину, носик кверху и от бедра в светлое будущее. Чё ты тут мучаешься? Обязательно приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас между вами творится? Ну, у вас, знаешь, по картам, как поле минное. Он из себя строит командира, все контролирует, указывает, где стоять, что делать, как повернуться и все. А ты вроде и не против, что он тобой командует. Потому что эти качели между его диктатурой и твоими попытками любовь сохранить, это напоминают вот адские американские горки. Он ведет себя как последний упырь. Причем этот упырь с манией величия. Решает за вас двоих, у тебя ничего не спрашивает, чего ты хочешь. Зато когда дело доходит до постели, да, или там романтики, то включает режим вот этого идеального кавалериста. Это не отношения, это цирк. Ты то в истерике от его давления, то таешь от его внимания, как мороженка. А по факту он просто играет в папочку, который якобы лучше все знает. А ты ведешься на эти штучки. Потому что надеешься, что вот за этой железной дверью его контроля спрятана нежность. Ты кому врешь-то? Это просто контроль. Это вот чистой воды властный загон, где ты подопытный кролик. И самое плохое, что ты сама дала ему вот этот карт-бланш.
разрешила вертеть самой собой. А теперь ты удивляешься, почему он командует парадом. Какие чувства он скрывает от тебя? Ну, знаешь, он в глубине души уже похоронил ваши отношения. Но трусит в этом признаться. Он не просто сомневается, нет, он прям уверен, что вы оба застряли в тупике. Но вместо честного разговора он вид делает, как будто все само собой решится. Понимаешь? Он не хочет быть плохим мужчиной в твоих глазах. Поэтому время тянет, ждет, пока ты сама поймешь и уйдешь. Его чувства скрыты. Это облегчение от мысли, что скоро все кончится. Причем это смешано с трусливым вот этим «авось пронесет». Он уже мысленно перекладывает ответственность там, на судьбу, на карму, на звезды, лишь бы на себя вину не брать. И да, он давно не видит тебя партнершей своей. Ты для него сейчас груз, который тащит, тащит и тащит. И выкинуть страшно. Поэтому не обманывайся улыбками, внутри он уже мысленно чемодан собрал. Что делать? Ну знаешь, бери ноги в руки и вали от этого кукольного тирана. Хватит кормить его эго и терпеть шутки типа «я решу за нас обоих». Сейчас тебе надо не плакать в подушку, а сесть и с холодной головой вот посчитать, сколько раз он границ твои переходил, сколько раз ты там замолкала, лишь бы не ругаться, сколько шансов, что он вдруг станет другим. 0. Я за тебя отвечу. 0. Это полный 0. Твоя задача — счет ему выставить. Ну, не в смысле денег, да, а в смысле ты задолбал, пошел ты к деду в огород картошку копать. У нас уже конец октября, у меня картошка еще не вся копана. Поэтому посылай его ко мне. И перестань быть удобной тряпкой, которая там надеется, что из говна конфетку сделают. Не сделают. Займись собой. Выспись, накорми себя вкусняшкой какой-нибудь. Вот я сегодня хлеб пек, знаешь, какой вкусный? Вот я бы с тобой поделился. А ты просто вспомни, что ты не приложение к его жизни. И если он заноет вдруг, да, давай попробуем еще раз, 2 шанс, 4 шанс, просто плюнь ему в рожу. Это не попытка, это привычка держать тебя на крючке. А ты не реаниматор для трупа отношений. Вставай, без оглядки иди, пока он не высосал из тебя всю жизнь. И приди ко мне в проживание арканов. Ты это все проработаешь, и ты будешь не одной в этом мире, понимаешь? Обязательно приходи, я тебя буду ждать. Давай теперь идем к 3-му варианту. Троечки. Первый у нас вопрос — это сигнификация. Что сейчас между вами творится? Ну, знаешь, ты сейчас как белка в колесе. Крутишься, летит пыль, а он стоит такой в сторонке и пальцем даже не пошевелит. Ты вся в огне, ты и ремонт затеяла, и отпуск планируешь, и быт тянешь, отношения тянешь, работу тянешь, а он как будто декорация. У тебя энергия через край уже, ты вот горы готова свернуть ради вашего общего будущего, а он тупо смотрит вот на твои подвиги, да, как зритель в кинотеатре. Вы как 2 разные планеты. Ты такой вулкан, который постоянно там извергается идеями, а он холодный, как Нептун, который не греет.
И ты ждешь, что он подключится, что там начнете строить планы вместе. А он просто кивает и продолжает жить в своем уютном болотстве. Но это не отношения. Это ты тащишь лодку в одиночку, а он иногда весло в руки уберет вот для галочки. А время идет, вы на месте топчетесь. Потому что все твои попытки вперед двигаться, они упираются в его вечное вот это «потом», «посмотрим» и вот это вот все. И какие чувства он скрывает от тебя? Ну, знаешь, он втихаря считает, что ты не впишешься в его шаблон нормальной жизни. У него в голове четкий сценарий есть. Жена дома должна сидеть, борщи варить и молчать в тряпочку. Ты с твоим характером и амбициями, как шило в попе, извини меня. Он не говорит этого вслух, потому что он боится твоей реакции. Но внутри он уже давно решил, что ты слишком шумная, ты слишком независимая, ты слишком там неудобная. А еще он просто трусишка. Он боится признаться даже самому себе, что вы разные. И эту лодку через силу вы тащите. Потому что он не может разрываться между тобой и своими установками. Потому что это проще, чем честно все обсудить. Конфликтов нет открытых. Он, знаешь, недовольство копит. Как вот, как сказать, как старуха возле подъезда, вот, недовольна всегда всем, вот и он такой же. Знаешь, что самое плохое? Он уже мысленно примеряет вот эту роль жертвы. Мол, там, это ты его не понимаешь, ты слишком давишь, он старается изо всех сил, работает на работе, а ты его не поддерживаешь. Классический инфантил, который, знаешь, вот за молчанием прячется, вместо того, чтобы взять ответственность за ваши отношения. Что делать, зная это? Кормить завтраками его прекрати. Вот прям бери скалку, факел, без разницы, и вот устраивай разборки. Но не в смысле истерику, а жесткий разговор с вопросами в лоб. Типа вот, знаешь, что за фигня, где планы, какие планы, где хоть каплю усилий, покажи. Перестань выпрашивать внимание и выслушивать его вот эти сопливые отмазки. Ты ж не нянька взрослому мужику, чтобы разгребать его страхи. Пора зубки показать. Если он не готов вкладываться в отношения вот прямо здесь и сейчас, то пусть к маме, как говорится, едет. Понимаешь? А тут больше нечего сказать. Лучше уж к маме пусть поедет, чем еще 5 лет жевать сопли, как говорится, с трусом, который боится собственной тени. Ты сильная, поэтому действуй без вот этой сентиментальности и прочего. И, конечно же, всегда помни, что дед всегда рядом.